Здравствуйте, мои дорогие любимые представители знака зодиака Близнецы. Переломный июнь 2025 года. Таро расклад. Какая тайна откроется для вас в июне? Чего ждать от июня месяца? Что вас удивит? И 3 важных события. Что же случится или произойдет, давайте с вами узнаем, но, конечно, останемся реалистами. Астрологически же это очень приятное время, июнь 2025. Это и интересно, и продуктивно одновременно. Не пренебрегайте сентиментальными отношениями. Это как подсказки звездного расписания, правда, доброе время нам дает больше понимания, куда мы не просто идем или чем мы будем заниматься, но и по отношениям, может быть, в личной жизни. Это для вас раскрытие через любимого человека, если вы в одиночестве, может быть, и задуматься, завершить это одиночество для того, чтобы быть счастливым, мои дорогие, или счастливой. Заботьтесь о своем общении, вы увидите, как возникают более приятные возможности. Или буквально какие-то двери перед вами откроются благодаря вашей способности с кем-то договориться или прояснить ту или иную ситуацию. И переломность месяца заключается в изменениях самой сути направлений решений наших. И если прежде это был вопрос, как мне решить вопрос, да, допустим, или какую-то тему, проучаствовать в чем-то, но так, чтобы вот именно было по-моему, или настоять на своем, или любой ценой что-то получить. Вот тут вопрос, даже если прежде вы готовы были заплатить какую-то цену, парадигма вопроса меняется в сторону, как мне себе не помешать, как мне самому себе не навредить. А жизнь не бывает полностью предсказуема. Нам проще тогда адаптироваться. Есть такая фраза, и она принадлежит Чарльзу Дарвину: «Выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться и адаптироваться». Ну вот, наверное, второе полугодие 2025 года очень символично подходит под эти слова, или, можно сказать, это уже как поговорка. Так вот, этот месяц для многих может стать месяцем перезагрузки между прошлым и будущим, причем тем будущим, который проходит в более позитивных энергиях. Идем с вами дальше. Первая карта, которую мы с вами достанем. Что случится или произойдет? В какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Я же вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео, на второе полугодие. Посмотреть, как вообще и планетарные транзиты влияют. Ну, прочитать, подумать о чем-то своем. Может быть, больше подсказок будет. Итак. Что же случится или произойдет? Вторая карта. Что вас удивит, мои дорогие близнецы? Кто или что появится неожиданно в вашей жизни? И к чему все это идет? Что же у вас исполнится? Какие тут желания или возможности, опять же, открываются? С чем это связано? Какая тайна откроется? Чего в целом ждать от июня 2025 года? И какое продолжение следует с заходом на июль? А в июле у нас смена энергии. Ух ты, император. Хотела сказать, 3 важных события и 3 карты. Но вот одна сразу перевернулась. Вы знаете, вы можете в июне как оформлять какие-то документы, когда вы можете для себя что-то по работе решить, когда вы можете занять лидирующие позиции. Все же император, да? Может быть, и нужно как бы вот эти приоритеты собственные пересмотреть с учетом Юпитера в Раке, который будет у нас 6 июня, чтобы себе не навредить, потому что карта дает совет в первую очередь быть мудрым императором. Есть 2 ипостаси, которые мы не влияем, которые мы не меняем. Мы не можем изменить людей и ход их мышления, раз. И второй момент, мы не можем изменить обстоятельства. Поэтому корректировать собственную жизнь или корректировать планы для того, чтобы самому себе не навредить или больше получилось осуществить. Вот это где-то карта дает такой совет. Но и буквально вы можете сталкиваться с людьми, которые наделены властью. Может быть, это и чиновники, а для кого-то из вас оформление документов. Но здесь и ваша все же сила желаний. Ну, видимо, в ракурсе того вопроса, как мы задаем себе, чтобы себе не навредить. Как мне обойти что-то, чтобы
Ну, где-то и волки были сыты, и овцы целые. Вот такое я могу допустить. Ну, ладно, давайте достанем 3 карты, тем не менее. Хоть одна у нас и перевернулась. Первое важное событие, второе важное событие июня. И третье важное событие. Давайте будем смотреть, что же там случится, произойдет, какая сфера жизни. Пятерка мечей, первая победа. Явно у вас был какой-то либо конфликт, либо разногласие, или какой-то нерешенный вопрос. Может быть, вас кто-то подвел. Или, вот, знаете, так до глубины души тронул, расстроил. Потому что вы могли возлагать надежды, или вы могли думать, что-то даже просчитать, что будет идти именно вот по моему сценарию. А тут не идет по вашему сценарию. И эта карта очень часто символизирует, что мы можем кому-то что-то доказывать. А у нас, знаете, как это не срабатывает, потому что людей мы ведь не можем просчитать, правда? Вот мы только об этом с вами говорили. Так вот и человек, он как будто не откликается на ваши посылы, а разворачивается и при своем мнении уходит. Вот это как случится произойдет. Вы можете проанализировать сами, скорее всего, это как основной тезис июня, может быть, для вас, откуда рождается желание самому себе не навредить, а сделать это все более элегантно, как-то так красиво, гармонично. И энергия июня вам дает такую возможность. Потому что просчитать что-то невозможно. Ход вот мыслей людей вы не просчитаете. Поэтому какой-то нейтралитет может быть более полезен, нежели конфронтация. А по тому вопросу, которому вы не договорились, рассмотреть разные варианты. Но, опять же, не настаивать на своем, чтобы не было дистанции в общении. Уделите внимание, правда, вашему общению. И тогда какие-то двери, вполне вероятно, откроются или возникают более приятные возможности через контакты осуществить то ваше намерение, которое вы бы хотели. Но идем дальше. Что же вас удивит? Королева мечей. Может быть, человек, прежде вы его так воспринимали, ну, у нас это люди надежные проходят, но королева мечей – это у нас прообраз Юдифи. Хотя, мои дорогие девочки, да и мужчины, может быть, тоже все же мечевые карты – это воздух олицетворяют. Это где-то ваш знак зодиака. Но если мы про Юдиф, как известно, она отрезала, так отрезала. И никто, кстати, этого не ожидал. Она была на своей волне. Она никому не говорила, куда она пойдет, что она собирается делать. Вот вас тоже может удивить какой-то человек, а вы его представляли несколько иначе. Но вы можете сами себя еще в чем-то удивить. Может быть, вы будете искать какой-то компромисс или соломоново решение, или у вас будет тот вопрос, который вам нужно и решить его. Именно с одной стороны решить так, чтобы вы остались довольны, но и внешняя какая-то сторона дела, и она тоже устраивала кого-то еще. И, ну, вот явно вот эти две карты говорят, что настаивать на чем-то своем вряд ли получится, ну, достичь желаемого. А вот через умение договариваться, скорее всего, и вот этот почетный компромисс, он вполне осуществим, потому что просчитать королеву мечей наперед невозможно. Если она уже что-то задумала, и это карта, которая символизирует интеллект и сильного человека. Это того человека, который, ну, не просто в мыслях таков, а он готов еще и на действие. И причем на действие в одиночку. Вот вы можете и где-то это ваша перезагрузка, вы можете решиться, к примеру, на смену работы. Или просто на какую-то работу. Или вы можете начать что-то изучать, потому что сочтете для себя важным, нужным. Но и для кого-то это может, вот эта твердыня, да, в конкретной персоне именно удивить. Вы думали, человек уже с вами согласился, к примеру, или готов что-то продолжать, а здесь вот какой-то поворот такой вполне вероятен. И тогда вы будете искать новые варианты, как можно либо вернуться к чему-то, либо, может быть, даже вернуть какое-то взаимоотношение или какую-то ситуацию по работе, да, или решать вопрос, может быть, по части, к примеру,
высоких инстанций каких-то согласований. Пусть у нас прежде мы поссорились, к примеру, да, но не услышал нас чиновник какой-то, и вот это первая победа, когда каждый, он пытался вам объяснять, что закон вот так не работает, вас там зло разобрало, и где-то вы не сдержали эмоций. Вот, видимо, приходит понимание так или иначе, нет, вот тут так не надо. Тут как-то так гибче, и у вас получается сразу осуществить, договориться. Причем, когда не нужно слушать советов посторонних, понимаете, мои дорогие близнецы, тут нужно действовать как-то самому тоже. И вы увидите, что да, счастье и удача любят тишину. И удача как раз помогает, когда мы, действуем по собственному плану, сценарию, но, тем не менее, учитываем общую температуру по больнице или, я в шутку аллегорически, конечно, говорю, но мы учитываем, в каком, допустим, настроении наш собеседник. Или какие-то прежние ситуации мы тоже анализируем, и для того, чтобы их не допустить, вот эту вариабельность мы тоже где-то предусматриваем. Мы и становимся благодаря этому более гибче. Кто или что появится неожиданно? Принцесса мечей. Здесь вы как будто можете ожидать от кого-то подвоха. Вы сами посмотрите мечевые карты, есть какая-то история, которая, может быть, затянулась. Может быть, и вы ждете, кстати, что это к вам кто-то проявится. Может быть, вы ждете конкретного человека, когда, как вы это представляли, допустим, или то, что вам было обещано, или, может быть, чиновник вам даже говорил, что, допустим, там через пару-тройку месяцев, возможно, мы оформим какой-то документ, возможно, положения будут меняться. Вот мы можем тут ждать по самым разным причинам. Все-таки наша принцесса мечей словно зрит вот так вот далеко, да. И если мы говорим, кто или что появляется неожиданно, потому что вы ожидали долгое время, вы понимаете, что тут нечего ждать. Тут нужно действовать, опять же, самому. Либо обо мне могли забыть, либо какая-то моя прежняя стратегия, тактика, она не работает. Но что вам будет помогать? Знаете, тут нельзя, конечно, попасть в просак, потому что по принцессе мечей мы не должны быть ни наивными, это точно. Где-то принцесса мечей, это, знаете, как прообраз Медузы Горгоны, которая пострадала из-за своей доверчивости и наивности. Поэтому наивным в плане обещаний какого-то конкретного человека, что он придет и сделает какую-то работу за нас, или он какие-то вопросы решит. Но нет. Но вот самому зрить, то в бинокль вот этот, который она держит, да, то, может быть, и в микроскоп рассматривать ту тему или вопрос, которую вы хотите решить, осуществить и вблизи, и вдали. И ни на секунду не замечтаться. Вот мне очень интересно, к чему же это все идет неожиданно. А вот смотрите, тогда вы из этих вот 3 мечевых картах какое-то очень правильное решение принимаете. Туз чаш – это когда мы рады, когда мы счастливы, когда любовь, когда взаимопонимание, когда решение какого-то вопроса, когда, в принципе, вот по тузу чаш – это эмпатия, радость, счастье, встреча. Тут вот что-то для вас, как вы меняете собственные, как, может быть, и методы действий, так и задаете себе этот вопрос, как я могу тут что-то переделать, переиграть, переиначить, и в результате вы добиваетесь успеха или получаете желаемое. По крайней мере, вы остаетесь довольны благодаря вот всем тем энергиям, о которых мы говорили. А что же исполнится? В чем у вас реализация? Вот какое-то сотрудничество явно будет продолжено. Или есть такое желание. Может быть, это по части дела, работы, бизнеса или решения каких-то денежных вопросов. Но что исполнится? Тут какие-то и договоренности могут быть. Причем это не новая ситуация. 2 жезлов – это явно тот человек, которого вы уже знали, или взаимодействие уже было. И, может быть, это как раз вот эти мечевые карты говорят о том, что... Или вот это, да, первая победа, говорят о том, что вот есть взаимодействие, и в прежнем ключе взаимодействие не пойдет. Здесь действительно надо и методы менять, отношения, может быть, к человеку менять. Может быть, сам человек изменился уже за этот период времени, прошедший, к примеру, полгода, или, может быть, за последний месяц, или
Ну, произошла какая-то история, которая тоже изменила человека, поэтому что-то будет продолжено, это точно, какие-то контакты, и по работе тоже, но тем не менее здесь нужно договариваться. Пока, видимо, период больше нас призывает к тому, чтобы в июне какую-то провести для себя вроде параллель, определить, что для вас важно, но и не ломать какие-то устои, или то, что у вас в вашей жизни хорошо, надежно, проверено. Вот. Тогда и это должно как и помочь, так и исполнить, может быть, вашу либо мечту, либо желание исполнить. Каким-то образом вам помогает получить вот этот туз чаш. Какая тайна откроется? Мне интересно, король чаш. Ну, как будто на смену вот таким холодным энергиям приходит не просто туз чаш, а по королю кубков это карта того человека, который любит. И в этой колоде это тот, который готов откликаться. Может быть, это вы измените энергии вот такие неприступные на готовность к диалогу, вот элементарно. И, кстати, у короля чаш это единственный персонаж в колоде, который умеет правильно, ну, не смешивать эмоции и решение материальных вопросов. Потому что при материальных вопросах или каких-то вопросах, пусть это касается документов, да, или какой-то ответственности, то тут нужно все просчитывать, там больше рационализм. А вот в вопросах личной жизни там как раз такие вот рационально-холодные энергии, да, они не помогают, они наоборот увеличивают какую-то дистанцию. Вы действительно тут меняетесь сами, потому что понимаете, что вам эта гибкость помогает. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И вот как раз адаптироваться– это наиболее правильный метод. Чего же ждать от июня? Вот посмотрите, денег ждите от июня. Деньги есть, деньги будут. Тут даже с какой-то, знаете, с каким-то прогрессом на дальнейшие заработки. Все же это карта самодостаточности. Хотя в этой колоде, ну, тут карта всей семьи, да. Но в целом благополучие, когда вы можете для себя, как и новый вид творчества, или пусть это по работе, как это новый взгляд на вашу карьеру или что вам нужно делать для того, чтобы быстрее эта самая карьера пошла в гору и пошло ваше жалование. Здесь есть какой-то же денежный вопрос, который вы для себя можете продвинуть. И вот не ожидание, вверху у нас принцесса мечей. Вы именно по деньгам. Не замечтаться, тут что-то придется и просчитывать, и договариваться. Но в целом вот этот эквивалент, как туз чаш, так и вот эта внутренняя наполненность приятными эмоциями. Продолжение, ну, какой-то той истории, которая продуктивна, полезна. И, в принципе, есть смысл продолжать. Складывает для вас общий красивый узор, когда и благополучие, и достаток, и приятное общение, и вообще, когда радость пытается и счастье войти в вашу жизнь, мои дорогие близнецы. А что же будет продолжено с заходом на июль? Ну, вот тут вот в июле опять может, словно накатило, да, по семерке мечей. Мы можем столкнуться с тем, что мы кому-то не верим. И это может быть сопряжено, мои дорогие близнецы, потому что в июле месяце планета Уран будет делать первый реверанс, ваш знак зодиака. Это продлится до ноября месяца. Потом Уран выйдет, вернется в знак зодиака Телец и останется до апреля 2026 года. Кстати, вы можете вот за этот период с июля, ну, где-то середины ноября, быть внимательным, и так рекомендуется быть внимательным к тому, какие вопросы у вас стоят на повестке каждого дня, с чем вы сталкиваетесь, как вы, в принципе, что хотите осуществить и какая у вас возможность в реальности. Почему так говорю? Потому что вот этот период из нескольких месяцев для вас может обрисовать ту концепцию ваших приоритетов, которые будут проявляться в реальной жизни уже в 2026 году с апреля месяца, когда Уран окончательно переместится в ваш знак зодиака и будет в первом доме гороскопа, который отвечает именно за ваше как личность или личное «я». Но вот первый заход, он для вас как раз может означать некоторый сложный период в июле. Или вы можете так воспринимать, потому что, верно, возвращаются какие-то ваши прежние энергии. Вот сохранить вам нужно добрые энергии июня и самому себе
Ну, конечно, быть реалистами, как мы говорили, да. И если есть какая-то история, семерка мечей, иногда это карта обмана, это карта манипуляций. И здесь вы могли думать, к примеру, что кто-то вами манипулирует, а потом приходите к выводу, вот я такое могу предположить, никто тут вами не манипулировал, сам запутался или запуталась, потому что в каких-то вопросах поставил перед собой четкий план, может быть, приоритеты, и думал, что ну вот так оно и будет. А оно так вот нет, и мы в какой-то тупик приходим. И вот чтобы еще раз не попасть в какой-то тупик. С одной стороны, как и не замечтаться, но и, знаете, как, не искать сливы на вербе. А с другой стороны, не дуть на воду, если обожглись на молоке. Во всем важна золотая середина. Но вот такие вот эмоции, сомнения, ведь это в первую очередь сомнения. Но и замечтаться тут никак нельзя. Здесь, может быть, придется действовать, может быть, придется на себя брать и ответственность. И одними речами тут не обойдешься. Поэтому какие-то важные принципы вы можете пересматривать, но прежние энергии в июле словно к вам или вам могут добавить каких-то сомнений, хотя и люди могут вести себя тоже по-разному. Мы можем быть, вот нам 3 персонажа, и мы можем быть со стороны каждого, любого из них. Мы можем быть вот этой соблазнительной девой, которая так игриво засматривается на мужчину, да, и так это вот флиртовать. Просто флиртовать нам ничего не говорят, а тут павлинье перо. Но это вот какая-то такая игра. Куда заведет эта игра, нам карта не говорит. Мы можем быть со стороны девушки, которая закрыла глаза, буквально упала на плече вот этого мужчины, и она не видит, что происходит вообще вокруг. Мы так тоже не можем. Но мы не можем быть вот в роли этого мужчины, который вроде бы имеет свою спутницу или имеет какое-то конкретное дело, какие-то возможности, и его что-то уводит в сторону, может быть, благодаря пафосным речам, или когда он ждет, что где-то, словно солнце ярче, трава зеленее, или завтра его величество случай перед нами откроет, ну, прямо там что-то невероятное. Нет, все-таки оставаться реалистом, об этом нам семерка мечей. Давайте посмотрим важное событие. Вы сильны, это правда, и астрологически тоже, мои дорогие близнецы. Карта силы. Мои дорогие девочки, это вы будете очень притягательны для противоположного пола. Мои дорогие мужчины, есть какая-то женщина в вашей жизни, вполне вероятно, которая тоже как магнит. Вам хочется с ней быть, вам хочется с ней разговаривать, дружить, продолжать общение. Ну, иногда эта карта вот именно притягательности женской. Но все же эта карта еще нам говорит о том, что договариваться придется. И не случайно вот этот лев соглашается, ручной лев. А это про образ нашего эго. Лев подчиняется девушке, потому что не чувствует агрессии. Уравновесить в себе эмоции действительно придется. Может быть, какой-то нужный диалог выстроить, чтобы себе не навредить, в очередной раз говорю. Но и для вас действительно много дверей откроется, больше возможностей. Может быть, рассмотреть даже какие-то новые планы на творчество или на новые способы заработка, или как свою жизнь сделать более прогнозируемой, благополучной. Может быть, вы окончательно и придете как важное событие к тому выводу, что через именно договоренности, через собственную гибкость я как раз могу больше осуществить. Старший аркан, который говорит, как важное событие ваша сила. Все в твоих руках. Второе важное событие, ну вот смотри в будущее. Всячески позитивная карта, потому что вы для себя видите новые горизонты. Но нам человек показан, который он стоит. Он не с места в карьер бежит, сломя голову, а он как будто просчитывает. Просчитывает именно, что я могу взять из прошлого в будущее, что для меня будет служить прогрессом. И для кого-то из вас это изменение по работе. Может быть, это вы ничего не меняете, это меняется в вашей организации. Это как вы, в чем вы видите перспективы, что вы захотите продолжать, а что точно вы не хотите еще раз какой-то дежавю в своей жизни повторить. Возможно, там мера ответственности, которую вам придется тоже взять. А для кого-то это будет конкретный переезд. И, может быть, вы тут переиграете
собирались куда-то ехать в одну сторону, а здесь вы передумаете и будете рассматривать что-то иное. Или кто-то будет обдумывать работу на дому. Я такое тоже могу предположить. Или изучать что-то новое, потому что новые горизонты словно вас манят, мои дорогие. Это как важное событие. Перезагрузка – это правда. Третье важное событие, ну точно, у кого-то поездки, переезд. Может быть, по восьмерке кубков мы уходим от прошлой ситуации, от прежней, может быть, жизненной, словно жизненного этапа или какой-то эпохи нашей жизни. Может быть, даже так. Все зависит, сколько вам лет. Но мы идем вперед. И, может быть, это касается у кого-то по взаимоотношениям, когда вы ждали, что человек откликнется о принцессе мечей. Все-таки, пусть не для всех, но для кого-то может проиграться так, что сколько ты не жди, человек не придет. А может быть, это связано с той грустной историей, поскольку меня смотрят люди из разных стран. Не из-за вашего желания или нежелания завершилась какая-то история любви, а потому что в силу непреодолимых событий, которые произошли до этого. Но тут тоже сколько можно замирать, вот в какой-то безысходности или безвремени. У вас хватает сил, желания, самое главное, идти вперед. Вот, может быть, вот эти новые позитивные энергии, о которых мы говорили с самого начала, по сути дела, да, когда что-то передумать, переиграть приходится. А если мы несколько корректируем собственные планы, сразу же туз чаш, опять же, открываются возможности. Поэтому будьте дипломатами. Пока вы с чем-то не разберетесь, я могу сказать однозначно, больше контактов вам помогает. И, видимо, Юпитер в знаке зодиака Рак, мои дорогие, а я должна сказать, что с приходом Юпитера в знак зодиака Рак, он тоже остается в вашем знаке зодиака, но он перемещается во второй дом гороскопа. И это все то, что касается финансов. Поэтому и по финансам тут тоже могут быть разного рода решения. Как и по смене работы, как и, уже говорила, переезд. Или как вторичный доход, когда вы можете что-то и изучать. Или вторичный доход, когда, да, и работу не могу одну бросить, но рассматриваю для себя другие варианты, может быть, как работа на дому. И как раз ваш знак зодиака, все новые цифровые технологии или работа посредством интернет. Это та или тот приоритет, который вам обязательно следует рассмотреть. Или пусть стать популярным, может быть, посредством интернет, но рассмотреть для себя. Чем больше вы себе вот новых горизонтов откроете, тем больше самых неожиданных приятных моментов будет в вашей жизни. А для тех, кто один или одна, пора заканчивать с вашим одиночеством, даже если прежде какая-то история была не самая счастливая. Посмотрите, какие у вас замечательные карты, мои дорогие близнецы. И вот это чудесное время июня. Самое время быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.